Трамп заставил Европу заплатить оружие вместо войск. Согласится ли Берлин защищать себя сам? Секретная логистика войны. Партизаны раскрыли план переброски войск. НАТО готовится держать удар. Бюджет ЕС заблокирован. Что может его спасти? И может ли Евросоюз совсем остаться без денег? Жуткая катастрофа на ЖД. Десятки вагонов повисли в воздухе. Счет идет на минуты. Беспилотник атаковал Вильнюс, или это только разведка перед нападением? Что произошло в Литве и почему это явный сигнал опасности? Эти и другие самые важные события вечера понедельника 28 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Президент США сократил свой 50-дневный ультиматум, который он ранее давал российскому диктатору для достижения перемирия с Украиной. Об этом Трамп заявил журналистам во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании. Мы вели переговоры, мы думали, что мы все уладили, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город, например, Киев, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще. Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован в нем, так что посмотрим. И я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что, думаю, я уже знаю, что будет. По словам Трампа, он дает России 10 или 12 дней на урегулирование вопроса по Украине, поскольку, цитирую, никакого прогресса не достигнуто. Как думаете вы, сработает такой ультиматум? Пишите в комментариях под видео свое мнение. Пошлина с сюрпризом. Трамп все-таки дожал Евросоюз. Вместо нулевых тарифов Европа получила минимальный процент на большинство своих товаров. Встреча Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен на гольф-курорте в Шотландии завершилась сделкой. Это гигантская сделка с множеством стран, потому что, как вы знаете, Урсула представляет не одну страну, а множество стран. Скажем так, вам нелегко, потому что это очень разные страны, великие страны, но некоторые сильны в автомобилестроении, некоторые в сельском хозяйстве, а некоторые и в том, и в другом. Верно, у вас много разных факторов. США снизят запланированную пошлину с 30 до 15%, а Евросоюз в ответ откроет рынки для американских товаров и вложит $600 миллиардов в экономику США, закупит энергоносители на $750 миллиардов и согласится на массовую закупку американской военной техники. Фон дер Ляйен назвала Трампа жестким переговорщиком. 15% – это немало, но это лучшее, что мы могли получить. Это общее снижение по всем направлениям. Для нас это важно. Оно касается не только автомобилей, то есть пошлины на автомобили снижаются до 15%, но и всех товаров, в том числе полупроводников и фармацевтических препаратов. Тариф затронет автомобили, фармацевтику, полупроводники и другие ключевые отрасли. Некоторые позиции, как самолеты, химикаты, сырье, попали под тариф 0 за 0. Дополнительно ЕС пообещал перейти с российского газа на американский СПГ, нефть и ядерное топливо, а также использовать американские чипы для своих ИИ-заводов. А Трамп уже успел сделку похвалить. Со сдержанным оптимизмом отнеслись к этому всему в Германии. Мы смогли защитить наши основные интересы. Стабильные и прогнозируемые торговые отношения с доступом к рынку выгодны всем по обе стороны Атлантики. В Италии, в принципе, одобрили всю эту историю. Необходимо проделать еще большую работу, поскольку то, что было подписано вчера, является юридически необязывающим предварительным соглашением, поэтому по некоторым аспектам еще требуется уточнить детали. Впереди борьба, и по итогам этой борьбы необходимо будет оказать поддержку как на национальном, так и на европейском уровне секторам, которые могут быть особенно затронуты этим решением. А вот эксперты не дают однозначных оценок и не отдают победу какой-либо из сторон.
Честно говоря, 15% на почти все товары выглядит как компромисс, позволяющий обеим сторонам сохранить лицо. Но если посмотреть на экономику и на то, где мы были в начале года, а именно практически без тарифов, то Европейский Союз явно проиграет от этой сделки. ЕС почувствует негативное экономическое воздействие, хотя при тарифных ставках в 15% это не будет концом для европейской экономики. Белорусские железнодорожные партизаны бьют тревогу. В ближайшие дни из России на территорию страны начнет поступать военная техника. Начинается активная фаза подготовки к учениям «Запад-2025». Сценарий почти один в один повторяет шаблон 2021 года. Есть уникальные документы, подтверждающие все. По информации независимого объединения белорусских железнодорожников БелЖД, Минобороны РФ и Беларуси при участии БЖД уже активно координируют маршруты поставок оружия, техники и личного состава. Начались визиты военных в дирекции Белорусской железной дороги, идут инспекции точек загрузки и ремонты нужной инфраструктуры. Партизаны публикуют архивные документы с прошлых учений. Это десятки страниц протоколов, докладов и согласований между высокопоставленными военными и железнодорожными чиновниками. Судя по ним, тогда за месяц перебросили 1286 вагонов, включая 44 вагона с боеприпасами. Теперь, по оценкам инсайдеров, логистика почти не изменилась. Транспортные схемы, маршруты и даже станции остались прежними. От Почкина и Селетина в РФ до Бреста и Бобруйска в Беларуси. Предполагаемые полигоны: Лепель, Репище, Заслоново, Борисов и Осиповичи. Сроки начала переброски уже на следующей неделе. Белорусские партизаны заявляют: перед нами не просто учение, а репетиция масштабной переброски войск на западное направление. И, как показывает опыт, такие учения часто становятся прологом к совсем другим сценариям. Ночной гость из Беларуси. Литовцы сообщают о загадочном беспилотнике над Вильнюсом. Вероятно, он залетел со стороны Беларуси. Об этом сообщили в Национальном центре кризисных ситуаций. По словам очевидцев, дрон с характерным звуком, похожим на шахед или гербера, как его называют в России, прилетал в районе Вильнюса около 5 утра. Полиция получила десятки сообщений от жителей, а все службы приведены в готовность. Министр обороны Литвы не исключила, что речь может идти даже о контрабандном воздушном шаре, но также предупредила: Беларусь активно готовится к военным учениям, а значит, подобные инциденты могут повториться. Утром от жителей поступили сообщения о беспилотном аппарате, который, вероятнее всего, залетел в Литву из Беларуси. Согласно сообщениям, дрон видели на высоте около 200 метров. Последний раз возле Вильнюса. Тип аппарата не установлен. Местных жителей просят не приближаться к объекту, если он упадет, и сразу сообщать о любых новых наблюдениях. Власти обещают срочно обсудить инцидент на встрече с президентом и усилить меры безопасности. Литва фиксирует все больше инцидентов на фоне активности Беларуси. Провокации становятся реальностью. Шантаж с хорошо знакомой риторикой: деньги нам, а не Украине. И это от страны, экономика которой держится на дотациях ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова грозит Брюсселю кулаком. На этот раз из-за нового 7-летнего бюджета ЕС, который он называет не иначе, как бюджетом войны с Россией. По словам Орбана, документ построен на логике конфликта, и Венгрия не даст ему зеленый свет. Он возмущен: миллиарды идут на помощь Украине, а европейским фермерам якобы жалкие крохи. Все это, по его мнению, ради того, чтобы ЕС сменил власть в Кремле и поставил там, цитирую, более удобных либералов. Это объемный документ, но если его внимательно прочитать, то можно увидеть, что это военный бюджет. Все в нем сформулировано в соответствии с логикой войны. 20% средств идет на Украину, а оставшиеся деньги мы не должны тратить на развитие сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне. Этот бюджет о Европейском Союзе, который находится в состоянии войны с Россией. Он уверен, что за проектом стоит элита Брюсселя, мечтающая навязать либеральную повестку и расширить свою сферу влияния. Венгрия же хочет совсем другого, как оказывается, развития, мира и финансов для собственной экономики, а не для чужих войн. Ранее Орбан уже угрожал заблокировать любые бюджетные решения, пока не разморозят миллиарды, предназначенные для Венгрии, которые были приостановлены из-за нарушений верховенства права в стране.
Сигнал тревоги в Берлине. Система обороны полностью меняется. Германия бьет в дипломатические колокола. В Пентагоне созревает пересмотр глобального военного присутствия США, и Европа, похоже, не готова к последствиям. Министр обороны Борис Писториус срочно вылетает в Вашингтон, чтобы узнать, не пора ли начинать паниковать. Я начал указывать еще 2 года назад, что в какой-то момент станет ясно, что американцы в конце концов будут делать меньше. Мы в Европе можем рассчитывать на то, что они будут делать больше, но мы должны признать, что у них есть свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе в безопасности морских торговых путей. Финальный отчет по военным базам, включая Европу и Тихоокеанский регион, ожидается только в сентябре. За кулисами обсуждается возможное сокращение американского контингента в Европе на 30%. Это десятки тысяч военных, базы, логистика, сдерживание. Особая тревога у Германии, страна, где сейчас размещены 35 тысяч солдат США, авиабаза «Рамштайн» и крупнейший внеамериканский полигон в Графенвере. Все это рискует стать жертвой геостратегической перестановки, а вместе с ней и вся система сдерживания в Европе. Берлин пытается убедить Трампа, оборонный бюджет взлетит до 153 миллиардов евро к 2029 году. Со стороны Альянса звучат мантры «сюрпризов не будет». Но НАТО не гарант, а Вашингтон все менее предсказуем. Берлин старается не паниковать публично, но внутри явно растет понимание, эпоха комфортом может закончиться. Америка готовится к новому переделу сил, и Германия первая в очереди на проверку лояльности. Жуткая авария в Германии. В воскресенье вечером в федеральной земле Баден-Вюртемберг пассажирский поезд сошел с рельсов, унеся жизни 3 человек и ранив не менее 34. Поезд Deutsche Bahn шел по региональному маршруту, когда около 6 часов вечера 2 вагона вылетели с путей в районе Ридлингена, округ Биберах. На борту находилось около 100 человек. Поезд перевернулся в лесистой местности, вагоны застряли между деревьями на склоне. Один из них лежит на боку, его крыша разорвана. На месте работают пожарная, полиция, медики, спасатели слышат крики и продолжают поиск пострадавших. Есть опасения, что не всех еще извлекли из-под обломков. Расследование еще продолжается, но в настоящее время мы полагаем, что в момент аварии из-за сильного дождя произошел перелив канализационного колодца, в результате чего вода стекла по насыпи и вызвала оползень, который обрушился на железнодорожные пути. По всей видимости, поезд выпал с рельсов и вышел из колеи из-за оползня. Доступ к месту катастрофы осложнен. На месте задействованы десятки бригад. Службы классифицировали инцидент как массовую ЧС. Термин, используемый при большом количестве пострадавших. Причины крушения пока неизвестны. Начато расследование. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.